Всем доброй ночи. Этот ритуал для тех случаев, когда ведьма чувствует нужду в поддержке, в помощи, для того, чтобы обновиться силой, духом, душой, для того, чтобы получить помощь в данную минуту, для того, чтобы вокруг нее рассеялась опасность или трудность. Одним словом, выкликать, позвать силы ведьм, которые уже ушедшие, то есть ушедшие ведьмы, да, их души, либо силу ведьм, которые рядом находятся, которые есть, сила ведьм, которые знают ее или не знают еще. В любом случае, я не знаю, сейчас потом покажется на экране или нет, но прям рядом со свечой образовалась некий фантом. Вот по направлению моего пальца. Посмотрите, вот здесь каким-то непонятным образом он образовался. И он даже сквозь мой палец виден. Видите, вот сквозь руку виден. Вот. Он как будто вверх поднимающийся свет такой стоит. Но это такое бывает. Потому что я сегодня проводила некоторые вещи, очень непростые, поэтому очень может быть, что скопление энергии присутствует. Если вы заметили на некоторых ритуалах туманность просто, жижа в пространстве, на некоторых ритуалах абсолютная четкость, и это не зависит от камеры, потому что камера, она отличная, почти операторская, поэтому она снимает четко, ясно. Но наши глаза не видят мир духов. Ну, имею в виду простых людей. А вот искусственный глаз фотоаппарата, он видит сквозь фотоаппарат. Поэтому часто бывает, что человек сам не видит, а проявляя пленку, видит определенные сущности на фотоаппарате, да, на этой съемке. Итак, клич ведьмы. Бывают моменты, когда нам снится, что кто-то просит у нас помощи. Бывают моменты, что нам кажется, что у нас взяли определенную силу в какой-то момент. Это делают ведьмы. В древние времена они друг друга называли товарками. Перебивали друг у друга работу, либо ставили защиты друг от друга. Такие моменты ведьм, то есть воин-ведьм, случались. Но на самом деле самодостаточные ведьмы, те, которые уверены в себе, им делить нечего. Нам хорошо дружить издалека. Мы рядом не сможем дружить. Мы слишком сильные личности, слишком независимые, чтобы дружить прям рядом, находясь. А в разных странах мы прекрасно дружим, потому что это не противоречит нашим интересам. Одна из нас в Москве живет, вторая из нас может жить в Греции, третья в Беларуси, четвертая еще где-то, пятая еще где-то. И абсолютно не переходит нашу территорию. Это совсем не касается вопроса денег или зарабатывания, поверьте мне. Я вам еще раз говорю, приходит момент, когда для нас деньги уже занимают, скажем так, да, нужное место, но не самое такое высокое место, да, не деньги становятся самоцелью на самом деле. Потому что мы прекрасно знаем, что мы всегда будем жить в достатке. У нас всегда будет много людей, у нас всегда будет много народу. Это пусть думают те, которые засверкали пару минут с помощью фотошопа, с помощью раскрутки, с помощью операторов, с помощью продюсеров, софитов и прочее, прочее. И вот они пускай переживают, потому что их время, как только это все, знаете, пока есть деньги, есть раскрутка. Денег нет, раскрутки нет, имени нет. Все. А когда ты свое имя как бы создаешь не раскрутками и рекламками, а своими работами, то, естественно, понятное дело, что это будет надолго и на всю жизнь, да?
Поэтому у нас нет вот такой самоцели, мы не переживаем, не боимся за завтрашний день. Но бывают моменты, когда нам нужна помощь. Нам нужна помощь ведовского эгрегора, то есть силы ведьм. А сила ведьм, она едина, где бы они ни находились. Есть старшее звено ведьм, я вам уже говорила, которые ведут за собой остальных, да, которые, скажем так, законодатели, которые создатели новизны, которые свое дарят, свое показывают, свое мастерство, что-то новое отдают, что-то новое делают, облегчая задачу ведьм. Есть среднее звено ведьм. Это те, которые в основном исполнители, те, которые берут уже готовые и этим работают. Есть начинающее звено ведьм, но это те, у которых есть вот эта родовая сила, просто нужно дополнить знаниями. Вот и все. Потому что если нету силы, если нет разрешения, если не дано, то ничем ты не сможешь как бы эту пустоту заполнить, и никак ты не можешь чему-то научиться, если в тебе этого нет. В данный момент вам нужно будет взять черную свечу. Это касаемо практиков. После этого ритуала любой ваш вопрос разрешится. В течение нескольких дней любой ваш тяжелый вопрос разрешится, неважно, суд это, что это. На самом деле я иногда делаю ритуалы, даже сама забываю о том, что уже делала, потому что я делаю и как обучающий на камеру, я делаю и для себя по-разному, да. И ты уже забываешь о том, что ты делала, а оно же работает. Если помните, я недавно на камеру показывала ритуал, африканский ритуал богатства. Вы знаете, я забыла о том, что я это делала. Я уже забыла об этом. И у меня действительно получилось очень многое сделать. Скажем так, я сейчас не буду распространяться. Но действительно пришло очень такой, очень, очень благоприятный, благополучный момент. И я смогла разрешить многие-многие свои вопросы, которые были связаны с финансами. То есть нужны были большие финансы, чтобы это все разрешилось и закончилось. И я это смогла сделать. А потом, когда я начала думать, какой из ритуалов лучше всего как бы сработал, мне помог, я вспомнила африканский ритуал на богатство. Вот этот ритуал, который я сегодня вам дарю, я дарю практикам. Он точно такой же, из того же ряда, который резко разрешит ваши проблемы. Повернет время вспять и поможет вам. Возьмет у каждой ведьмы, живой или ушедшей, определенную долю силы, удачи и везения и передаст вам. С них это не убудет. Им ничего плохого не будет, потому что у меня точно так же бывает, что берут эту определенную силу для своего спасения. Нам от этого ничего не будет. Но с миру по нитке, да, поможет эта сила тому человеку, который нуждается в этот момент более всего в переменах. Итак, вам нужна будет черная свеча, черный алтарь. Можете оставить на алтарь божество, к которому вы обращаетесь, но чтобы была женская суть, женское начало, то есть богиня. Я просто посчитала с черной свечой более оптимальный для себя вариант. Но вам оставляю как бы волю для творчества. Вы можете сделать, как вам нравится. Потому что у каждой ведьмы своеобразный алтарь. И наши алтари не похожи друг на друга. Итак. Клич ведьмы. Свечи горят ярым огнем. Ярость кипит в сердце моем, ярость кипит в котле чугунном. Колдую я ночью лунной. Кто спал, проснись, кто встал, откликнись. Эй, вы, дочери тьмы, темные сестры мои. Проснись, тьма ночная, проснись, бесовый двор. Иду к вам я, босая, на черный разговор. Кличем великим выкликаю, зовом зову я ваши имена.
Призываю я ведьмину рать, и велю я ей подмогой мне стать. Кликом кличу я тех, кто судьбою со мною схож, кто как сердцем, душой на меня так похож. Поделись, рать сестер, живые и усопшие, силою, мощью и удачей. Свидетель — Матерь Черная и Отец Тьма. Душа на всех одна, и дорога одна. Каждая со мной силой поделись. Душа моя, иди к ним, и сильною вернись. Зная, аль невольно, клич мой услышь, сестринская рать, и часть своей силы изволь мне отдать. Да будет так. 13 раз читайте. У вас начнет кружиться голова, войдете в такой легкий транс, и будет ощущение невесомости, но проблема ваша решится. Откуп стандартный, вы знаете, как делать. Можете отдать нищему, можете купить для своих алтарей благовония, пожертвовать чем-то, приобрести дорогую статую, одним словом, отдать в копилку магическую, скажем так. Проблема ваша разрешится. Желаю удачи.